Ситуация в 2026 году. Нужно обновить хранилище. Открываю свежее коммерческое приложение и на пару секунд зависаю. А флеш массив на 200 терабайт. Стоит столько же, сколько раньше стоили старые добрые шпиндели. Мысли в голове буквально светятся. Это удивительно. Миллионы ёпс, задержки в наносекундах. Это же флеш. Согласитесь, выглядит как отличная сделка. Но прежде чем согласовывать бюджет, все-таки просматриваю спецификацию. Тут мелким шрифтом. Всего 3 буквы. QLC. И все. В этот момент это становится похоже на сделку с дьяволом. Вендоры не врут. Это действительно all-флеш. Но они очень тактично забывают сказать, что флеш бывает разный. И тот массив, который вы присмотрели под серьезную базу данных, на самом деле построенный на бытовой флеш-памяти. Точно такую же используют в офисных ПК, но которую улучшили. Помните мое прошлое видео про дедубликацию? Так вот, в QLC массивах попробуйте отключить, и вы увидите, как счетчик износа дисков сойдет с ума. Она просто спасает диски от преждевременной смерти. Безумного сжатия ваши данные просто протрут эти дешевые диски до дыр за считанные месяцы. Сегодня мы разберем, что скрывается за дешевым терабайтом, почему скорость такой SHD может внезапно упасть до уровня дискет. Давайте разберем, почему для домашнего или офисного применения QLC это хорошо, а для Enterprise решение сомнительно. Чтобы понять, почему QLC это риск, нужно вспомнить физику. Любая ячейка флеш-памяти – это по сути ловушка для электронов. В классическом SLC мы храним в одной ячейке 1 бит, либо 0, либо единица. Это надежно, быстро, почти вечно. А где сейчас вообще найти эту SLC? Сейчас ее отдел – это Storage Class Memory. Это сверхбыстрый и сверхнадежный кэш. Да, это безумно дорого. Но при той интенсивности перезаписи, которая идет в буфере SHD, это единственный вариант, который физически выдерживает такие нагрузки. А теперь сравните. В TLC, которая стала стандартом для Enterprise, мы храним 3 бита. Это золотая середина по цене и надежности. Но в QLC мы записываем уже 4 бита. Чтобы контроллер мог их различить, ему нужно поймать один из 16 уровней напряжения. А вот TLC только 8. Представьте, что вы паркуете машину. В SLC у вас огромное пустое поле. В QLC тесная многоуровневая парковка. Проблема в том, что каждый цикл записи физически разрушает изоляционный слой ячейки. Со временем электрон начинает утекать, и различать 16 уровней становится невозможно. Отсюда берется параметр, который в QLC массивах выглядит просто пугающе. Drive write per day. Сколько раз в день можно полностью перезаписать объем диска, который гарантирует производитель на протяжении всего срока службы устройства без потери целостности данных? Почему так сложно сформулировано? Все просто. Обычно стандарт 5 лет, но я уже встречал 3 года. Это как с гречкой. Раньше была упаковка по 1 килограмму, потом 900 грамм. Сейчас стандарт 750. От TLC дисков это параметр от единицы до тройки. У QLC дисков он часто составляет 0,1. То есть диск размером 10 терабайт. Проживет свои 5 лет. Только если вы будете писать на него не больше 1 терабайта в день. Один раз переписали диск целиком, и вы лишили его ресурса на 10 дней вперед. Еще одна проблема с QLC – это предсказуемость. Тесты показывают, что QLC выдает отличные задержки при записи. И это правда, пока работает кэш.
Объясню, как работает эта магия. Перед медленными QLC дисками они ставят самый быстрый SMC слой или выделяют часть объема под SLC кэш. То есть в момент записи все свободное место в ячейках QLC контроллер пишет как в SLC, что дает стабильный IOPS. Но как только идет переполнение, накопитель переходит в нативный режим QLC и вырастает задержки. И тут дело не в процессоре контроллера, а в самой физике памяти. Представьте себе воронку. Вы можете влить в нее воду мгновенно. Это у вас быстрый кэш. Но вытекать из воронки в основную память она будет тонкой струйкой. Пока вы пишете данные короткими пачками, все летает. Но как только вы запускаете бэкап, миграцию данных или база данных начинает активно писать новые транзакции, кэш переполняется. И в этот момент воронка начинает литься через край. Для накопителя QLC это означает, что время оттека прыгает с 0,5 миллисекунд до 10, а иногда и до 20 миллисекунд. Кстати, учитывайте, что такому массиву нужно обычно поддерживать свободное место не меньше 20%. Иначе его накопителям не с чего будет делать себе SLC кэш для записи. В 2026 году вы можете купить SHD All-Flash, которая при длительной нагрузке будет тупить сильнее, чем ваш старый добрый жесткий диск. Означает ли все это, что QLC это абсолютное зло? Нет, просто инструмент для своей задачи. QLC идеально там, где данные пишутся один раз, а читаются постоянно. Это медиабиблиотеки, архивы видеонаблюдения или объектные хранилища S3. Там ее плотность и цена – это огромный плюс. Но как только вам предлагают QLC под базы данных или под универсальную виртуализацию, включайте режим скептика. Первое. Требуйте график Sustain Rate. И пиковые значения, скорость записи после 2-3 часов непрерывной нагрузки. Если график падает в 10 раз, вы знаете, что там внутри. Второе. Уточняйте технологию записи. Некоторые вендоры, например, Forest Store, пишут на QLC умно. Они собирают мелкие блоки в оперативной памяти и кладут их на диск большими пачками. Это реально продлевает жизнь ячейкам. Третье. Смотрите на реальный срок гарантии. И out. Если вендор обещает заменить диски при износе, отлично. Если нет, закладывайте бюджет на замену дисков уже через пару лет. Итог простой. Не относитесь к SHD All-Flash в 2026 году как к черному ящику на миллион IOPS. Смотрите на физику и предсказуемость. На сегодня все.